Ну что, каким образом мне говорят, что если человек не считает себя виноватым, то его не берет порча. Нет, вообще не так это действует. Человек, который не чувствует себя виноватым, не наводит на себя порчу. Вот, самопорчи у него нет. Человек совестливый, человек, который мнительный, он наводит сам на себя порчу. То есть он призывает силы действовать против самого себя. Вот, только так. То есть самопорча помогает порче извне. Но если, как вы говорите, человека не берет порча, тут есть другие причины. То есть человек сознательно выстраивает свои магические защиты какие-то, эгрегориальные. Или, например, вы считаете, что у человека христианские защиты, на самом деле человек выстраивает магические защиты, а к христианству не обращает. То есть недостаточно проработано снятие защит этого человека. Какая-то очень сильная защита может быть. Человек постоянно работает над ней. Еще бывает зависание сроков, когда порча не проявляется. То есть у меня был такой случай, когда человек наказали за дело и обнаружили, особенно вот, кстати, порча в виде рака, рак такое заболевание внешнее, да, что он не диагностируется так просто. Он принимает вид каких-то других болезней, да у вас слабость, да у вас анемийка или еще что-то. Там обнаружился рак легких на 4-й стадии. И на это ушло определенное количество времени, не 1 месяц. Ну, также знаем про пульс Аденура, но это как считается не порча, это как тоже порча, как наказание, вернее. Вот, поэтому порча может не долетать, подвисать в силу причин, или порча проявляется, но человек просто не знает. Еще есть недостаток понимания, что происходит с человеком. То есть, если человек жив, это не значит, что на нем нет порчи. Потому что убрать человека из этого мира – это одно, а сделать ему порчу, чтобы он мучился – это другой. Человек может, видимо, вот как будто все у него нормально и живой. Но на самом деле там серьезные проблемы, и жизнь для человека – это ужас. Вот так. Поэтому стоит понимать, что